Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 22-й выпуск видеожурнала HRSet. И в этом выпуске вы увидите 3 сюжета. В данном сюжете я покажу вам классическую технику растяжки цвета на коротких волосах. Во втором сюжете я покажу вам стрижку, выполненную на средней длине волос при помощи бритвы. В третьем сюжете мы разрушим миф, связанный с применением хроматического круга Освальда в парикмахерском мире. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hairclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине www.axiomshop.ru. Love and happiness. Наносим обесцвечивающий препарат на перчатки и равномерно распределяем препарат по поверхности волос. Глубину проникновения препарата и площадь покрытия контролируем самостоятельно. Время воздействия контролируем визуально, после чего необходимо сделать коррекцию цвета или цветовую баню. Love and happiness. Стрижка выполняется по линиям лекала номер 4. Выполнение начинаем от центрального пробора на затылке. Вся стрижка выполняется с оттяжкой 90 градусов по отношению к оси и углом среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Стрижку выполняем только в затылочной плоскости по правилу прямой геометрии, то есть каждая последняя срезанная прядь становится контрольной для следующей срезаемой.
Челку стрижем по отношению к диагональному пробору с оттяжкой 90 градусов по отношению к оси. Для выполнения более точных срезов вы можете защитить пальцы при помощи бинта. Выполняем оформление линии окантовки. Высушиваем волосы феном. В случае необходимости на сухих волосах вы можете доработать линию окантовки при помощи ножниц. Выполнять стрижку бритвой на сухих волосах нельзя, это может привести к повреждению волос. Один из мифов, который ходит среди мастеров-колористов, это миф использования хроматического круга Освальда в работе нейтрализации. Я точно сказать не могу, когда технологи компании стали называть хроматический круг Гёте кругом Освальда. Но на данный момент это настолько укоренилось в мозгах колористов, что они даже не задумываются, что круги Освальда и Гёте с точки зрения построения имеют достаточно серьезные отличия. Но все по порядку. Чтобы развеять миф, давайте обратимся к истории создания цветовых систем. Историю классификации цвета разделяют на два больших периода. Первый, начиная с доисторических времен по 17 столетие, и второй с 17 столетия до наших дней.
Первобытные современные примитивные народы отождествляли цвета с самыми важными для них веществами и жизненными стихиями, такие как кровь, молоко, земля, огонь. Им отвечают белый, черный, красный цвета. Эта триада долгое время сохраняла значение основной, то есть первичной. Позже к ним присоединились желтый, цвет земли и солнца, зеленый цвет растительности и синий цвет неба. В 17 веке все меняется коренным образом. Вместо эмпирико-описательного происходит природно-научное понимание теории цвета. Ньютон вводит физическое основание классификации цветов, а именно спектр белого света, в котором выделяется 6 простых спектральных цветов и один пурпурный, образованный смешиванием двух крайних цветов спектра. Таким образом, феномен цвета нашел физическую научную основу. Можно твердо сказать, что к началу 19 столетия цвет, его действие и сущность стали возбуждать всеобщий интерес. В 1810 году Филипп Отто Рунге опубликовал свое учение о цвете, используя цветовой шар в качестве координирующей системы. В том же 1810 году был напечатан главный труд Гёте о цвете, а в 1816 году появился трактат Шопенгауэра «Зрение и цвет». Химик и директор парижской фабрики гобеленов Шеврель издал в 1839 году свою работу о законе симультанного контраста цветов и о выборе окрашенных предметов. Этот труд послужил научной основой импрессионистической и неоимпрессионистической живописи. По большому счету, первым, кто предложил использовать круг, как мы его видим сейчас у нас в работе, был английский энтомолог Моисей Харрис. Впервые цветовой круг Харриса был представлен в 1766 году. В его основе лежала триада красного, желтого и синего. Автор выразительно отмечает, что многие из цветов никогда не будут смешанными вместе, так как результатом будет просто грязный бессмысленный цвет и недопустимый для многих живописцев. Черный будет сформирован через суперналожение трех основных цветов – красного, желтого и синего. Иоганн Вольфганг Гёте исследовал проблемы цвета, и хотя его теория цветов была предназначена, чтобы достичь более полного единства физического знания, включением всех отраслей естествознания, Гёте приблизился к предмету прежде всего, чтобы получить немного знания цветов с точки зрения искусства. Между 1790 и 1823 годами Гёте документировал на предмет цветов приблизительно в 2000 страниц, большинство из которых появилось в его книге «Теория цветов». В 1793 году Гёте сделал набросок цветового круга. Он не размещал желтый и синий друг напротив друга, как было принято в то время, а объединил их в треугольник с красным цветом, как в круге Харриса. Позже еще одной знаменитой системой, которую мы можем использовать в работе, стала хроматическая система Йоханнеса Иттона, которая была описана в его книге «Искусство цвета». И именно данный круг мы чаще всего видим на семинарах по колористике. Как и у Харрисона и Гёте, у Иттона цвета располагались в треугольнике красный, синий и желтый, где против друг друга в круге находились дополнительные цвета. По большому счету, все эти три системы основаны на треугольнике первичной триады – синий, красный и желтый, и в результате смешения которых мы получаем условно-серый цвет. Помните, что в парикмахерском мире при смешении данных цветов вы никогда не получите чистый ахроматический цвет, а только коричнево-грязный серый оттенок. Главное правило, которое мы используем с данными кругами, это то, что при смешивании на хроматических кругах противоположных цветов мы получаем нейтрализацию. Другим направлением первичных цветов стали системы на основе красного, синего и зеленого, то есть на цветах, заложенных оптическим проявлением цвета. В цветовых кругах используют две пары первичных цветов, а именно красный, зеленый, синий и желтый. Одной из самых известных систем в данном направлении является хроматическое дерево американского живописца Альберта Генри Мансела, опубликованного в 1905 году в его книге «Цветовое примечание». В 1909 году Вильгельм Освальд получил Нобелевскую премию по химии за его работы над катализом. Освальд исследовал много новых подходов к научной мысли, хотя не всегда успешно. Его страстью, однако, была теория цветов, и после отставки в возрасте 53 лет он посвятил себя законам окрашивания.
надеясь развить научное основание для их восприятия соразмерности. Его цветовой учебник для начинающих, который появился в 1916 году, вводил цветовую систему, посвященную этой задаче. Освальд попытался строить перцепционную цветовую систему, используя неэмпирические методы. Вместо 3 параметров Мансела он выбрал альтернативную группу переменных, а именно цветовое содержание, белое содержание и черное содержание. Он также вводил специальный термин «полный цвет», или, как мы его еще называем, «локальный». Локальные цвета устроены в полный круг, который приближен к системе Геринга с 4 основными цветами – желтым на севере, красным на востоке, синим на юге и цветом морской волны на западе. 4 дальнейших цвета также помещены между ними. Оранжевый между желтым и красным, фиолетовый между красным и синим, бирюзовый между синим и цветом морской волны и зеленый лист между цветом морской волны и желтым. С этими 8 цветами Освальд создал 24-значный цветовой круг. В последующем системы хроматических цветов еще больше усложнились, и на данный момент в каждой отрасли имеются свои определенные системы, принятые за основу в работе. Так, в компьютерах вы часто в обыденной жизни сталкиваетесь с кубической системой RGB. В полиграфии в основном используется система CMYK. В нашей с вами профессии, уважаемые коллеги, мы используем хроматические круги с первичной триадой красный, синий и желтый, заключенные в равнобедренный треугольник, который вписан в окружность. Как вы поняли, мы с вами используем в основе круги Харриса, Гетте и Иттона. Хроматическая система, разработанная Вильгельмом Освальдом, не может быть использована по прямому назначению в окрашивании, поскольку там практически невозможно определить дополнительные цвета, приводящие к нейтрализации. Миф разрушен, поэтому если вы на семинаре услышите, как технолог утверждает, что нейтрализовать можно при помощи круга или звезды Освальда, значит он просто лектор, который не потрудился изучить свой предмет, а только заучил написанный кем-то материал, и вопрос его квалифицированности будет сомнителен. Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вы хотите больше узнать о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте нашего магазина axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness.